Привет, друзья! Вы на канале Под микроскопом, где я показываю вам то, что обычным глазом увидеть невозможно. Сегодня будет необычный эксперимент. Я попробую выяснить, способен ли отвар гвоздики, которому больше 7 месяцев, убить микробов. Этот отвар просто забылся у меня на полке. 7 месяцев стоял не в холодильнике, в обычной банке. Просто так на полке потерялся. И вот теперь пришло время узнать, что с ним стало, и есть ли в нем вообще хоть какая-то жизнь. Но прежде чем начнем, маленькое, но важное предупреждение. Я не врач, не биолог и вообще не имею никакого отношения к медицине. Я обычный парень с микроскопом. Все эксперименты я делаю исключительно ради интереса, а не для самолечения. Если у вас есть проблемы со здоровьем, идите к врачу, а не лечитесь гвоздикой. Кстати, если вам нравится наблюдать за этим микромиром и вы хотите помогать каналу развиваться, нажмите лайк, подпишитесь и включите колокольчик. Это не просто просьба, это действительно помогает мне находить новые идеи, покупать разные препараты и показывать вам под микроскопом то, чего вы еще не видели. Помните то видео, где мы проверяли, сможет ли отвар гвоздики убить клеща Демодекс? Если не видели, вот здесь или здесь всплывет ссылка. Обязательно гляньте потом. Так вот, этот самый отвар я случайно оставил в банке на полке. Прошло больше 7 месяцев, и я даже забыл про него, пока не увидел в комментариях о просьбе проверить гвоздику. Открываю банку. И что вы думаете? Запах концентрированный, насыщенный, но приятный. Прям как будто гвоздика настоялась как элитный чай. По всем правилам, за это время гвоздика должна была испортиться. Там уже должны были плавать какие-нибудь странные существа, грибок, бактерии, слизь, но нет. Я смотрю в банку, а отвар как новый. Давайте не будем гадать, а просто посмотрим все под микроскопом. И к моему удивлению, все идеально чисто. Никаких бактерий, ни водорослей, ни цианобактерий, вообще никакой живности. Как будто отвар стерильный и свежий. Это просто невероятно, ведь по интернету пишут, что отвар гвоздики хранится максимум 1-2 недели и то в холодильнике. А у меня он стоял 7 месяцев при комнатной температуре и не зацвел. Теперь давайте возьмем каплю воды. Это та самая проба из пруда на стройке, где смешалась морская и пресная вода. Мы уже смотрели на нее, и сегодня мы снова посмотрим, кто же именно там живет. Погружаемся вглубь капли. И да, наш микроаквариум просто кишит жизнью. Смотрите, какая плотность событий на квадратный микрон. Здесь есть все. От крошечных цианобактерий до существ, которые здесь, в их мире, можно смело назвать мегафауной. Имен большинства этих микробов и бактерий я не знаю. И это делает нашу охоту за открытиями еще азартнее. Если вы их опознаете, кричите в комментах. А теперь смотрите, 2 настоящих титана, 2 червя-монстра. На их фоне остальное кажется мелочью. Угадайте, кто это? Тут же рядом таинственное яйцо. Присмотритесь, внутри идет своя скрытая от всех жизнь. Я ускорил видео в 100 раз, чтобы вы увидели, как оно развивается. Если, конечно, наши червяки-звезды не затмят собой весь кадр. Жизнь бурлит. Ну а этот малыш просто копия чебурека. Какой колоритный. А вот главная массовка этого шоу. Эти юркие бактерии. Их легионы, и все они куда-то несутся с невероятной скоростью. Это именно то, ради чего я люблю микромир. Даже в капле воды есть целая экосистема. Если вы узнали кого-то из этих микробов, напишите в комментариях, кто это может быть. А заодно подскажите, в чем искупать микробов в следующий раз. Я читаю все ваши идеи. Ну что, давайте посмотрим, что сделает отвар гвоздики, который выждал 7 месяцев с этой микроскопической вселенной. Добавляем 1 каплю. Это наш эксперимент. Смотрите, вот сектор, куда попала капля гвоздичного отвара. Это зона тотального вымирания. Ни одного выжившего. Абсолютный ноль. А вот фронт сопротивления, граница, куда яд еще не добрался. Жизнь здесь взбешена. Все организмы, словно получив сигнал тревоги, мечутся, пытаясь уйти от невидимой угрозы. Это массовая миграция от смерти. Но не все успели.
Те, кто замешкался, остались там навсегда, мариноваться. И вот одна из жертв. Наш знакомый чебурек. Его участь печальна, но она дает нам уникальный шанс. Под увеличением в 400 раз мы можем в деталях рассмотреть его изящное строение, пока он еще не распался. И, наконец, наши гиганты, 2 червя. Смотрите, как их скрючило. Мощные большие организмы, и те не смогли противостоять. Гвоздика им не оставила ни малейшего шанса. И главное открытие, этому отвару больше 7 месяцев, но он не ослабел. Напротив, он стал еще смертоноснее. Природа создала не просто ароматную пряность, а мощнейшее антимикробное оружие, которое со временем только набирает силу. И вот вопрос, почему отвар гвоздики, который должен был испортиться, стал только сильнее? Есть 2 гипотезы. Первая, за эти месяцы вода немного испарялась, и раствор стал более концентрированный. Все эфирные масла и фенолы из гвоздики уплотнились, превратились в настоящую микробную кислоту. Вторая – эта гвоздика сама по себе содержит эвганол, мощнейший антисептик. Он убивает бактерии, плесень и даже некоторых паразитов. Так что со временем этот настой просто настоялся как выдержанный яд, стал еще эффективней. Видимо, чем старше отвар гвоздики, тем он смертоносней, как старое доброе вино, только наоборот. Итак, подытожим. 7-месячный отвар гвоздики не испортился, не зацвел, оказался стерильным и, самое главное, уничтожил все живое под микроскопом за считанные секунды. Вот это сила природы. Если вам понравился этот эксперимент, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Каждая ваша реакция помогает мне делать новое видео и открывать для вас удивительный мир. И напишите в комментариях, в чем искупать микробов, может что-нибудь вообще безумное, вроде зубной пасты. А еще напомню, не делайте такие эксперименты на себе. Я делаю это под микроскопом, а не на себе. Спасибо, что были со мной. С вами был Виктор, канал Под микроскопом. До встречи в следующем видео. И помните, даже в одной капле воды скрыт целый мир. Что с ним стало, если в нем... И вот теперь пришло время узнать. И если вообще в нем жизнь какая-то, что ты... Я, а не для самолечения. Самолечение. Помните то видео, где мы проверяли... Да что такое? Помните то видео, где мы проверяли, сможет ли отвар? И сегодня мы снова посмотрим, кто же именно там поселился или живет. Опять что-то не то. Здесь есть все. От крошечных цианобактерий, цианобактерий. И это делает нашу охоту за открытие. Присмотритесь, внутри червяки звезды. И все они куда-то несутся Может это будет лимон, уксус.